Всем привет! Меня зовут Саша Тюпин, я разработчик, и сейчас я делаю пошаговую стратегию Luna. Это классическая 4X стратежка в духе 90-х годов, ориентированная на синглплеер. То, что вы видите сейчас, это уже вторая версия игры, я начал делать ее в конце марта. И вот очередной девлог я решил записать в видеоформате. Сегодня будет обзор того, что я сделал за последний месяц. Сначала давайте поговорим о графике. При создании спрайтов у меня такие критерии в порядке важности. Первое – это читаемость. Спрайт должен быть понятен за километр, хорошо выглядеть на любом фоне и не заставлять игрока догадываться, что он собой представляет. Второе – это соответствие общему настрою игры. Это стиль, освещение, палитра. Словом, спрайт должен гармонично сочетаться со всей остальной графикой. И, наконец, это собственная эстетика спрайта. Я не художник, вряд ли нарисую настолько красивые картинки, чтобы они продали игру сами по себе, поэтому я стараюсь просто делать не слишком уродливо. Что же, собственно, в графике поменялось? Для начала я заменил подсветку при выборе армии на затемнение, потому что раньше из-за нее все время торчали стрёмные обрезки светлых пикселей. Вот как, например, здесь. Особенно это выглядело неаккуратно в бою. Теперь затемнение сливается с обводкой, и таких проблем больше нет. Все выглядит прекрасно. Потом я слегка отсветлил землю и вообще поработал над палитрой. Теперь у земли яркость 30%, ландшафта до 50%, а активные объекты я стараюсь сделать посветлее. Таким образом, они всегда будут хорошо читаться на фоне земли. Про работу над палитрой я расскажу как-нибудь в другой раз. Там большая тема, я не хочу сейчас залезать туда с головой, потому что спрайтов еще слишком мало. Ну и, наконец, я запилил спрайт копейщика. Собственно, вот он. Теперь поговорим о том, над чем я, собственно, работал большую часть месяца. Это тактический бой. Выглядит он вот так. Сразу можно заметить, что, во-первых, гексы стали побольше, а во-вторых, то, что юниты рисуются отрядами. Да, у каждого юнита есть численность отряда, и от нее зависит сила удара. Она, кстати, не восстанавливается в конце боя, как и здоровье. Как вы видите, юниты расположены странновато. Сейчас объясню почему. Юнит строится начиная с угла. Это сделано, чтобы максимизировать тактическую площадь карты, не увеличивая ее размер. Всего есть 6 слотов, и вот они же для оппонента. Игроки не контролируют, в какие слоты кто пойдет, они закрываются автоматически, там, по довольно простым правилам. Причем юниты ближнего боя предпочтут слоты спереди, а дальнего, соответственно, сзади. Ну, попробуем куда-нибудь сходить. Как видите, следующий ход получает юнит противника. Когда он сходит, то снова мой. То есть все зависит от скорости, но очередность все равно есть, даже для одинаковых юнитов. Пока тут больше не на что особо смотреть, атаковать никого нельзя, и бой никогда не завершится. И напоследок расскажу о формациях юнитов. Как видите, копейщиков 6, и они стоят фалангой, а грифонов всего 3, и они стоят крылом. Геймплейно это ни на что не влияет, просто хотелось их красиво построить, а не тупо нарисовать рядом цифру. Ну и это оказалось настоящей головной болью. Я пробовал кучу разных конфигураций разной численности в попытках найти какое-то универсальное решение. И 1,5 десятка разных спрайтов копейщика. Все выглядело довольно фигово. Там то 2 линии обводки сливались в черную кляксу, то копье перекрывает голову на другом ряду, то еще что-нибудь. Пришлось отказаться от универсального решения и тупо задавать параметры формации для каждого юнита руками. Для этого я написал вот такую утилитку, где можно все подвигать. И убедиться, что ничего никуда не залезает. Мне кажется, что получилось довольно круто. Можно будет разным расам задавать разные интересные формации и численность юнитов. И это добавит какого-то флейвора. Ну, может, даже какую-то механику можно из этого сделать. Вот так. Это все за этот месяц. Расскажите, как вам видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Если вы говорите по-русски, то присоединяйтесь к каналу и чатике в Телеграме. Если по-английски, то лучше подпишитесь на Твиттер. Все ссылки я оставлю в описании. До встречи!